Привет, ребята! В этом видео я расскажу вам 5 моих теорий по Kid Friendly. Что ж, давайте начнем. Первая теория. Дети не погибли. У меня есть теория, что дети, которых превратили в монстров, могли и не умереть, а стать инвалидами. Например, у Скримблера в результате ДТП мог быть перелом позвоночника, который бы привел к параличу ног. Возможно, поэтому мы можем видеть в уровне инвалидную коляску. Также в Реюнион мы можем видеть у Шона зашитые брови. Видимо, он упал на лицо и разбил себе брови, и их пришлось зашивать. У Фити же нужна была пересадка кожи из-за большого количества ожогов, поэтому он на фото в Митин весь перебинтован. Тотис лишился глаз, а у Блу могла быть гипоксия, что могло оставить серьезные последствия для здоровья, особенно для мозга. Из этой теории следует, что детей превратили в монстров, чтобы дать им так называемую новую жизнь. Только они думали, что они просто имеют в виду то, что их вылечат и они вернутся домой, а в итоге им новую жизнь дали буквально, превратив их в монстров. Вторая теория. Все аниматоры, кроме Виктора, мертвы или умрут в будущем. В титрах было 4 аниматора, один был подписан как Redacted Lee, и это Виктор, имена остальных 3 аниматоров неизвестны. В катсцене мы могли видеть персонажей, один из которых известен как бывший аниматор. На него нападает какое-то существо, а остальных 2 человек, про которых мы ничего не знаем, застреливают. Возможно, те застреленные люди тоже бывшие аниматоры. У меня также есть предположение, что это происходило на встрече, которую назначил Макс. Третья теория. Есть теория про то, что Молли управляет телом Блу. Но у меня есть обратная теория, что если Блу управляет телом Молли, мы можем видеть, что у Молли голубые радужки глаз. Но у нее видно радужки, когда она спокойна. Но когда она агрессивна, у нее они пропадают. А какой персонаж ассоциируется с голубым цветом? Правильно, Блу. Что если в эти моменты Блу берет контроль над телом, типа он высвобождается. В Митин мы видим, что у Молли в одном моменте 4 руки. Экстоплазм сказал, что это произойдет, если кто-то позаимствует тело другой персоны. Возможно, душу Блу вселили в тело Молли, когда она уже была монстром, и это привело к тому, что Блу брал контроль над телом и убивал других монстров. Четвертая теория. События Реюнион и Амитин идут в неправильном порядке. Мне кажется, что события в этих уровнях происходят в разное время. Я попыталась поставить события Реюнион в другом порядке. Не знаю, насколько правильный порядок у меня получился. Пятая теория. У меня есть теория, что Молли и Мими сестры. Я так подумала, потому что у них есть некоторое сходство. Они одного возраста, одного роста, у обеих настоящие имена. И в меню связи Мими по номеру сразу же идет после Молли. Первая Мими и нулевая Молли. То есть Мими была создана после Молли. Но узнать, является ли эта теория правдой, мы сможем, когда выйдет уровень с Мими. А он выйдет неизвестно когда. Что ж, это были мои 5 теорий по Kid Friendly. Надеюсь, Экстоплазм заметит это видео и прокомментирует его. А теперь пока, увидимся в следующем видео.